В Болонье есть место, откуда открывается один из самых красивейших видов на город. Его почти нет в туристических маршрутах. Сегодня я покажу вам Болонью без спешки и в конце приведу именно туда. Болонья находится на севере Италии и является столицей региона Эмилия-Романья. Здесь можно погрузиться в историю Средневековья и Ренессанса и попробовать богатое традиционное кулинарное блюдо этого региона. Это удобный город для короткого путешествия. Сюда легко добраться. Здесь есть аэропорт. А для знакомства с ним достаточно 2-3 дней. История Болоньи уходит корнями еще во времена этрусков. А позже город стал важной римской колонией. Это был один из богатейших городов Италии. А сегодня Болонья – это прежде всего живой, теплый и очень человеческий город. Если вы остановились в центре города, а это будет лучшим решением, транспорт вам почти не понадобится. Болонья идеально подходит для прогулок пешком. Почти все достопримечательности находятся в шаговой доступности. Знаменитый Болонский университет, музеи, смотровые башни – это то, что есть в туристических маршрутах. А на мой взгляд, здесь каждая улочка со следами древней истории. А еще здесь портики, километры крытых галерей, под которыми можно гулять в любую погоду. Даже в сильную жару или дождь город остается комфортным. Прогулки по центру – это отдельное удовольствие. Узкие улочки, следы средневековой истории и ощущение, что город никуда не торопится. Историческое сердце города – Пьяцца Маджоре. Здесь сосредоточена вся энергия Болоньи. С одной стороны базилика Сан-Петронио, главный собор города. Он был построен и освящен в честь святого Петрония, который считается покровителем города. Внутреннее пространство способно вместить около 30 тысяч человек. Сегодня это музей с чудесными фресками, росписями на стенах и полихромными витражами. А на полу латунный меридиан, созданный в 1665 году по расчетам астронома Джованни Кассини. Когда с крыши падает луч, то солнечные часы указывают на точную дату. С другой стороны палаццо Аккурсия и палаццо Подеста. А рядышком просто красивые улочки, кофейни, семейные ресторанчики, маленькие магазинчики и ремесленные лавочки. Бродить по ним одно удовольствие. И, конечно, фонтан Нептуна. Один из символов Болоньи. Его невозможно не заметить. Когда-то он символизировал власть папы, а сегодня стал местом встреч, фотографий и просто ориентиром в городе.
хотя мне лично не совсем понятно, что было в голове у художника, создававшего это творение. Болонья известна своим университетом, самым старым в Европе. Он был основан в 1088 году и до сих пор работает. Университет буквально вплетен в город. Его корпуса разбросаны по всей Болоньи. Одно из самых впечатляющих зданий и самых старых находится совсем недалеко от Пьяцца Маджоре. Хочу заметить, что снаружи оно не такое впечатляющее, как внутри. Это прям настоящий средневековый замок с нереальным количеством гербов на стенах. Вход свободный, и это место точно стоит увидеть. Одним из первых мест за пределами центра я решила посетить святилище Мадонна ди Сан-Лука. Святилище и место паломничества находится на караульном холме, с которого открывается красивейший вид на город. В храме находится икона с изображением Христа и Божьей Матери, которую по легенде написал евангелист святой Лука. Дорога от входа до самой базилики составляет 4 километра, и это является самым длинным портиком Болоньи. Я пошла пешком. Был конец июня, температура около плюс 35. Честно скажу, под конец было тяжело, но благодаря портикам путь оказался возможным. Чем выше поднимаешься, тем красивее становится вид на город. И возьмите на заметку, что в Италии обед по расписанию. И это святое. В 13:00 закрывается абсолютно все. Это я к тому, что у меня хватило времени отдышаться, осмотреться и посмотреть знаменитую икону. А вот покупала сувениры я уже в торопях. И после такой длинной прогулки обратно я решила ехать на туристическом паровозике. И это было отличное решение. В Болонье невозможно игнорировать еду. Вечером город оживает. Концерты, уличные мероприятия, просто люди, которые выходят пообщаться. Я ужинала в небольшой семейной тротарии. И, как это часто бывает в путешествиях, случайно познакомилась с попутчицей. Мы просто объединили столики. В Италии еда – это всегда про общение. Финальной точкой моего путешествия стал комплекс Сан-Микеле-ин-Боско. И это именно то место, о котором я говорила в начале. Оно редко попадает в туристические маршруты. Комплекс доминирует над всем городом сверху и славится грандиозной панорамной смотровой площадкой. И именно отсюда открывается, пожалуй, один из самых лучших видов на Болонью. Такой вид на город показался мне более привлекательным. Здесь спокойно, просторно. Совсем другая атмосфера. Помимо панорамы, район Сан-Микеле-ин-Боско имеет богатое историческое и художественное наследие и заслуживает более подробного изучения.
Комплекс Сан-Микеле-ин-Боско состоит из церкви. Хотя снаружи она выглядит неухоженно, зато внутри живописные украшения и скульптуры, относящиеся к XVI-XVII векам. В одном из коридоров церкви можно наблюдать так называемый эффект телескопа, когда далекая башня Азенери кажется неожиданно близкой. Здесь же расположена библиотека Умберто Уно, построенная в XV или XVI веках. К церкви прилегает монастырь, и под покровительством монастыря больница с прилегающей к ней удивительным парком Сан-Микеле-ин-Боско. Простирается парк на площади около 7 гектаров. На холме растут величественные пушистые дубы, множество растений и склоновых деревьев. И он представляет особую экологическую ценность, поскольку в нем встречаются экзотические растения. История холма неразрывно связана с историей Болоньи, видом на которую можно любоваться с церковной площади, расположенной на высоте 132 метра над уровнем моря. Советую не упустить возможность прогуляться по холму, насладиться природой, посетить монастырь. Это важная часть истории Болоньи. Болонья – город, который не требует спешки. Его не нужно брать штурмом или пытаться увидеть все. Здесь важно просто идти, смотреть по сторонам, позволить городу открываться постепенно. Если вам близок такой формат путешествий, неспешный, вдумчивый, с атмосферой и деталями, мне будет приятно, если вы поддержите это видео. А впереди еще много удивительных мест и коротких путешествий. Спасибо, что были со мной.